Готовы? Шикарно. Мясо очень-очень нежное, при этом упругое. То есть такая грудинка. Кожа абсолютно растаяла и придает такой вкус великолепный. Острота бульгоги оттеняет сочность мяса. Салат. Я считаю, что это достойное абсолютно ресторанное блюдо, которое очень легко можно делать дома. Сегодня у нас подготовка к тому, чтобы сделать совершенно фантастическую свинину. У меня свиная грудинка на ребрышках. Мне потребуется имбирь, чеснок, бадьян, черный перец, соль и моя водяная баня и вакууматор. Да? Значит, что я делаю сегодня? Да? Я буду готовить мясо на водяной бане при 65 градусах примерно 24 часа. Это мясо довольно жесткое, да? Я не срезаю с него кожу. Чего я добьюсь? В этом мясе очень много коллагена, и за счет температуры выше 50 градусов коллаген начинает трансформироваться в желатин, и мясо становится сочным и так далее. Да? Если я буду готовить это при высокой температуре в духовке, то мясо сильно ужарится, все соки из него выйдут и так далее. Что позволяет делать вакуум, а именно способ сous-вид, он позволяет готовить мясо при более низкой температуре, и, соответственно, все соки остаются в мясе, оно получается супер сочное, супер нежное, да, и при этом практически не теряет объем. Поехали! Значит, я беру и режу мясо по 2 ребра на порцию, это примерно 300-350 грамм. Я оставляю, как я сказал, кожу. Кожа даст мясу очень хорошую структуру. Мясо у меня готово. Теперь я беру перец в ступку, щедро, и немного его переминаю. Мне не нужно добиваться чего-то фантастического, да? Просто чуть-чуть. Добавляю сюда соль крупную. Также немного ее переминаю вместе с перцем. Готово. Теперь чеснок. Просто разминаю ножом, ну и немножко его так вот порублю очень грубо. Имбирь режу на тонкие кружочки. Так. Все, бадьян ломаю на элементы. Значит, я беру пакет для вакуума и кладу сюда 3 куска моей свинины. Добавляю чеснок, добавляю имбирь, немного бадьяна, еще немного чеснока, еще немного имбиря. Теперь я зачерпываю соль с перцем и щедро посыпаю. Еще немного и посыпаю. Все. Мясо готово, чтобы я его вакуумировал. Вот воздух начинает выходить. И теперь мне остается только запаять пакет. Смотрим, что получилось. У меня мясо идеально упаковано, да? Пакет запаян. Теперь я могу его положить в мою водяную баню. Оно проварится, простоит в водяной бане 24 часа. После этого я могу его доготовить. Что я буду делать, да? Либо оставить на будущее. Чеснок, имбирь, бадьян. Еще немного чеснока. Индивидуальная упаковка. И в вакуум также, да?
Также все запаяно, все красиво. Еще раз. Вот это очень тоже красивый кусок получился. Мясо в пакет. Чеснок. Имбирь бадьян. Запаиваю. Ну и последний у меня кусочек такой немножко уродливый получился. Да, это для тех, кто будет себя плохо вести. Ну, в общем, вся процедура по подготовке мяса у меня заняла сколько? 5-7 минут, да? И вот у меня водяная баня, она установлена на 68 градусов. 25 часов я поставлю. Включаю. Насос начал работать, да? И просто бросаю все мое мясо, упакованное в вакуум, сюда. И на этом мои кулинарные задачи на сегодня решены. Ну что, прошли годы. На самом деле прошли сутки. Мясо у меня готово. Оно такое упругое, но при этом стало очень мягкое. Да? Теперь я готов его доготавливать. Я включаю газ и раскаляю сковородку до довольно высокой температуры. Разрезаю пакет. Вот какая моя свинина. Она очень красивая. Жир абсолютно такой нежный и сочный. При этом она не уменьшилась в объеме. Я оботру мясо салфеткой. Кости прям отходят, да, то есть нужно так аккуратненько. И обжариваю его на раскаленной сковородке буквально по 20-30 секунд с каждой стороны. Что я сделаю дальше? Да? Я раскалил духовку, гриль до высокой температуры, где-то 250 градусов гриль. И я обмажу мясо соусом. Я обожаю бульгоги корейский, да? Но в принципе можно использовать практически любой соус для барбекю, чтобы он был таким немножко сладковатым, островатым, да, и у вас получится прекрасный результат. Но если есть возможность найти бульгоги, да, это прям великолепно будет. Поджарилась, да. Единственная сторона, с которой я не буду жарить, это кожа. Потому что я поставлю мясо в духовку кожей вверх, и у меня кожа все равно станет хрустящая за счет гриля. Так, мясо готово. Теперь я делаю следующее. Я беру соус. Этот соус такой густой. Великолепный соус. И кисточкой обмазываю со всех сторон достаточно щедро, но не очень много. Мне не нужно безумное количество соуса. Мне нужно, чтобы чем-то мне оттенить богатство свиного сала. И такой вот острый соус идеально для этого подходит. Теперь я аккуратно переворачиваю мясо. Вот какое красивое оно у меня получилось. Переворачиваю мясо кожей вверх и домазываю соус сверху. Он немножко обуглится, значит, здесь надо внимательно смотреть. Нам не нужно, чтобы все это дело сгорело, да, но я хочу добиться того, чтобы сверху немножко был такой, ну, чуть-чуть черноватое, да, все сверху. Теперь я беру и ставлю мясо в духовку, да. Буквально на 4-5-7 минут. Так, я убрал все лишнее. И теперь я хочу сделать салат, потому что я считаю, что гарниром к этому блюду идеально самый простой зеленый салат. Да? Я, как всегда, заранее замочил листья салата в ледяной воде. Здесь у меня айсберг и немножко романа. Да? И, как я уже делал это раньше, сделаю по аналогии. Я один раз делал салат с уксусом, сегодня сделаю с лаймом. Да? То есть я беру, выдавливаю
лайм, немножко соли, немножко перца, немножко хорошего оливкового масла. Перемешиваю. Да, и я не собираюсь ради чьих-то желаний одевать перчатки. Я готовлю руками, я их мою регулярно. Вот у меня получился прекрасный совершенно великолепный салат. Так, что с мясом? Вот как у нас мясо красиво пузырится соус, он немножко с сахаром, да, поэтому такая образуется некое подобие карамели, да. И кожа немножко, даже видно уже пузырьки, она немножко подгорает, да, и становится более хрустящей и ароматной. Осталось буквально пару минут. Достаем. Вот. Немножко обуглилось, да, при этом не пригорело, то есть идеальная совершенно будет свинина. Теперь я аккуратно перекладываю мясо на тарелку. Вот какая красота. И опять моя волшебная соль в форме листиков. Посыпаю сверху. Молодец, Миша? Миша молодец. Сегодня я запиваю это мясо зинфанделем американским. Подойдет мальбек, подойдет итальянское примитиво. В принципе, можно и какое-то сладкое белое вино, да? Мясо легко отходит от костей. Обмазка оттеняет его вкус. Салат освежает. Невозможно остановиться. Я очень люблю еду. Надеюсь, что вы тоже ее любите почти как я. Подписывайтесь, комментируйте, пробуйте. Вы не пожалеете. Приятного аппетита!